Всем привет, друзья! Вы на канале про NFT Games, и сегодня у нас очередная крутая новость. Сегодня первое видео из рубрики Mobox заработок на играх. Эта рубрика будет состоять из одного-двух еженедельных видео плюс стримы, в которых я буду показывать, как играю во все игры на платформе, сколько инвестирую и сколько получится заработать за один календарный месяц. И это еще не все. Для подписчиков канала и постоянных зрителей мы устраиваем розыгрыш. Призовой пул состоит из 6 Mobox ключей и, внимание, половины от того, что я смогу заработать за этот период. Да-да, вы не ошиблись. Я отдам 50% своего заработка кому-то из вас. Ну что, интересно? Тогда начинаем. Начну, пожалуй, с самого интересного, с призов. Как их, собственно говоря, можно выиграть. Будет ссылочка в описании. Вот такая вот простенькая абсолютно глим форма. Заходим через Telegram, подписываемся на канал про NFT Games, подписываемся на Telegram Mobox Rus, на YouTube канал, комментарий к любому видео осмысленный, и в некоторых видео будет вставлен специальный код, который вам нужно будет ввести эту форму, чтобы получить дополнительные баллы. Также приглашаем друзей, и в конце месяца календарного, как закончится срок, на одном из стримов в прямом эфире мы определим победителей, которые трое получат по 2 ключа Mobox Key, и еще двое по 25% от заработка, который мне удастся получить за, собственно, этот календарный месяц. Поэтому, ребят, ссылочка в описании, как обычно. Залетаем сразу и участвуем. Ну и чтобы все было честно, все по правилам, я сделал вот специальную такую Google табличку. Ссылочка на эту табличку тоже будет в описании. Она будет доступна для просмотра любому. В эту, собственно говоря, табличку я буду записывать все свои расходы, инвестиции и все свои доходы, приходы и так далее. И в итоге мы получим прибыль. Все это будет видно в режиме, так сказать, онлайн. Теперь давайте пройдемся подробнее, и я расскажу, как это все работает. Смотрите, за этот один календарный месяц, он начинается сегодня со стартом как раз ChainZ Arena нового сезона. То есть вот с 10 августа по 7 сентября будет проходить вот этот, собственно, период. Он будет в себя включать, смотрите, 4 сезона токен мастера, да, сезон 62, который идет, вот который завтра уже закончится, и сезон 65, он чуть-чуть раньше закончится, чем ChainZ Arena. Дальше 9 сезон Moland Defense, который тоже вот сейчас идет, закончится в следующий четверг, через четверг получается. 10 сезон Моланда, Браулер 22 сезон, который вот сейчас идет, 23 который будет, и новая игра, которая выходит завтра, Clash of Molans. Там расходов вроде как обещают никаких не будет, но возможно доход какой-то получится заработать. Я его тоже с вами, как говорится, разделю. Теперь, ну, чтобы вы понимали, как работает. Вот в эту графу я записываю аренда МОМа. Если буду арендовать, я не знаю, не уверен пока, буду или нет, для токен мастера. Посмотрим. Здесь на каждый сезон я пишу, сколько я потратил мобоксов и, собственно говоря, сколько это в долларах на момент траты. То же самое, сколько потрачено мехов и сколько это в долларах на момент траты. Дальше, когда я буду получать какие-то призы или другие доходы, я их буду вот вписывать в эти колоночки на разные сезоны, там разные игры, разный доход. То же самое буду учитывать приз в мобоксах и в долларах на момент получения приза по курсу. То есть, если будет курс, конечно, падать, моя прибыль будет падать. Если будет курс расти, автоматически моя прибыль тоже будет расти. Ну и, собственно говоря, и вот табличка, в итоге все автоматом посчитать. Здесь все формулы зашиты, введу свои расходы, введу свои доходы.
И вот эта вот колоночка прибыль, это то, что половину от чего я буду с вами, собственно говоря, делить. Вот здесь в этой табличке я уже заполнил. Дальше в видео будет, и буду я показывать и арену, и браулер, и все. Просто я сначала записал игры, записал все расходы, а потом показываю табличку уже с внесенными расходами. То есть это вот те расходы, которые я уже понес на вот текущий момент. Какие именно, смотрите дальше в видео, я все там покажу. Ну, итого, подведя итог, по финансовой стороне на сегодняшний день я уже вложил во все игры $156, если считать в долларовом эквиваленте. Если хотите посчитать мобоксы, вот 128 мобоксов и 1200 мехов. Так что вот, ребят, в любое время заходите, смотрите, проверяйте, все должно быть честно. Итак, давайте теперь перейдем, собственно говоря, к играм. Итак, друзья, давайте начнем с ChainZ Arena. Я вам покажу, что у меня было в прошлом сезоне, немножко расскажу о планах, что собираюсь тратить, что я буду считать расходы, что не буду считать, ну и так далее. В общем, поехали. Смотрите, прошлый сезон я занял... Так, получается, подземка я был на 101 месте, арена на 126 месте и Royal Arena на 112 месте. Прошлый сезон я очень много потратил на свитки, призывал героев, там эпических, света, тьма и так далее. В общем, скопилось у меня 195 купонов, которые я в этом месяце, в этом сезоне тоже все потрачу. Купоны я, друзья, не буду считать в расход, но то, что с них будет выходить какой выхлоп, обязательно мы это все в доход посчитаем. Так что можете считать, что 195 токенов в виде купонов у нас есть бонусом. Значит, так, стратегия на этот сезон. В этом сезоне я призывать много не планирую. Посмотрим чуть попозже, я еще подумаю, как мне попадет с героями. Там у меня несколько бесплатных свитков есть и так далее. Вот, ну, основное, что я планирую в этом сезоне тратить на ChainZ Arena, это мег на прокачку некоторых героев. У меня есть там хитрый план, скажем так, на этот сезон. Вы его в следующих видео увидите, какой он. Сейчас про него не буду говорить. Ну, в общем, на этот хитрый план мне надо меков, ну, где-то, наверное, 1003. Вот, а по мобоксу тратить особо я не планирую. Ну, давайте посмотрим, какие у меня есть герои. Наверное, вот здесь вот я вам на составах покажу. Это вот то, что я в прошлом сезоне играл вот на арене. Вот, ну, вот он мой основной состав. Но, как я уже сказал раньше, есть у меня небольшой сюрпризик. Я немножко свои составы на этот сезон подкорректирую. Ну и вот Royal Arena, вот таким составом я играл. Собственно говоря, результаты, которые получилось взять, вы уже видели. Так, дальше, давайте, что у нас еще есть в этом сезоне. Давайте зайдем на Мег Айленд, на остров Мека. То есть вот такая вот у меня прокачка. С прошлого сезона я осталось у меня, где-то я сюда вложил уже 19 тысяч меков. Ну, своих, если честно, я только на старте, может быть, вложил там 2 или 3 тысячи. Остальное это вот все, что с ChainZ арены было заработано, за сколько там этот Айленд существует, за там, по-моему, 3-й или 4-й уже сезон. В общем, я потихонечку добавляю. Весь заработок. Меки, в общем, я ни разу еще не вводил, все сюда вкидывал. В общем, 19 тысяч меков у меня сюда вложено. Их в расход я тоже не считаю, это хороший бонус, но, как говорится, все вот эти вот плюшечки, которые попадаются, это все будет считаться как бы в прибыль, поэтому вот так вот можно будет заработать немножко побольше, и, как я уже говорил ранее, 50% от всего, что я смогу заработать, я поделюсь с вами, уважаемые мои подписчики. И давайте рассмотрим новую фишку, которая вот в этом сезоне стала доступна. Я немножко сейчас изучил. В общем, здесь работает так. Вот здесь вот мы стейкаем мобоксы. Минимальный шаг 100 мобоксов. Я вот уже 100 мобоксов застейкал. Их я тоже в расход не считаю, потому что они, ну, сейчас потратил, в начале следующего сезона как бы вернуться. Их в расход я не считаю, но все, что удастся с них заработать, ну вот на данный момент, видите, я в 57-м месте нахожусь, вот 27 токенов, это мой будет заработок. В прибыль я
опять же таки, это все посчитаю. Ну, в целом, как эта система работает, вот стейкаете мобоксы, и ежедневно вам начинают вот такие вот, не знаю это что, короче, очки какие-то вот в виде вот таких вот штучек капать, да, и чем больше вы такие, вот у меня, видите, я 100 застейкал, уже 200, то есть, когда стейкал 100 дали, и 100 каждый день будут начислять мне теперь. Вот у меня 200 есть. И как бы вот я сейчас на 57 месте. Плюс еще можно вот здесь драться и грабить у соперника, отбирать вот эти вот, собственно говоря, очки. Здесь вот есть правило, сколько очков ты можешь отобрать. То есть, если один раз победил одну, точнее, из 3 связок победил 10%, 20% и максимально вот 20. Ну, короче, вот тут вот все написано. Но я пока в боях не участвовал. Я думаю, что здесь будут такие заряженные ребятки, как бы у меня все не подбирали. Но посмотрим, в общем, чем это все закончится. И вот тут вот этот лидерборд, да, ну вот видите, все топы уже все здесь, как бы вот несколько часов со старта, уже все ребятки здесь по 10, по 26 тысяч очков у них уже. Ну, посмотрим, может быть, что-то удастся здесь тоже урвать. Так. Гильдия, давайте гильдию посмотрим, что у нас есть гильдия. В гильдии я вот состою вот в этой гильдии, Мома Лавер. В принципе, гильдия неплохая, в прошлом сезоне в нее перешел. Хороший у них уровень технологий. Там сколько он сейчас, так, ну вот они в прошлом сезоне до 125, что ли, мы раскачали. Также Dungeons, подземка на 48 уровне, ну может быть еще качнем чуть-чуть побольше. Ну, я не знаю, в прошлом сезоне, кстати, до 70 качали. Ну, тут какой-то топовый игрок ушел, и у нас все это упало. Ну, в общем, гильдию я в этом сезоне менять не планирую. Конечно, можно было какую-нибудь топовую залететь. Там вот топ Нолан постоянно всех призывает. Но там по 10 мобоксов в день тратить, ну, я пока не готов. Ну, хотя, может быть, подумаю. Может быть, я давайте подумаю, как у меня сейчас пойдет дело с призывами. Как пойдет дело вообще в целом. Может быть, вот у меня 195 токенов есть, по 10 сезон, это 300 надо только на это, но зато, конечно, плюшек много. В общем, подумаю насчет гильдии, пока не планирую менять, но подумать обещаю. Вот, ну на этом вводная часть по Challenge Z Arena все, и давайте сейчас начнем, собственно говоря, игровой процесс, начнем все улучшать и призывать. Так, ну что, давайте начнем сразу с Mobox Pass, я его каждый раз беру, 40 мобоксов потрачено. Так, записываем в расходники, пока я на бумажку записываю, потом все перенесу в табличку. Минус 40, это у нас Challenge Z, да? Все, записали. Так, дальше, что еще у нас? Так, что еще мы еще тратим? Так, вот здесь сразу нам подарочек дали. Хорошо. Так, ну сейчас начну качать героев вот этих всех. Это я вам уже не буду показывать, наверное, долго. Давайте покажу вам призыв, наверное. Призыв у меня вот тут есть 2 свиточка с прошлого сезона осталось. Их я и призову. Ну, опять эпик. Ну, тоже неплохо. Вот такую вот мне дали эпическую. Я их коплю потихонечку. Смотрю, какие мне нужны. Вот видите, у меня их уже скопилось там. Вот эти вот у меня используются. Вот 1, 2, 3... Так, вот эти дубли пока не считаю. 4 героя мне скопилось уже. Ну, где-то там, по-моему, 10 надо, чтобы на легендарку поменять. Ну, когда 10 скопится, поменяю на легендарку. Хорошо бы, конечно, в Meg Island добавить, чтобы вот эти свиточки шли. Но пока не планирую. Пока вот так потихонечку. Пока героев у меня хватает на этот сезон. Как бы, ну, попадется, если легендарка хорошо, нет, ну, нет, на нет и сюда нет. Буду играть теми, что есть, потому что у меня обычно духа не хватает прокачать тех героев, которые у меня есть, до максимума. То есть они работают где-то у меня на 80-70% силы. Ну вот, собственно говоря, пока что здесь все. Сейчас я сам прокачаю все это дело и пару боев, наверное, с вами сделаем, посмотрим, что да как. Итак, друзья, вот я поднял до 40 уровня всех моих основных бойцов. Также я еще прикупил немного мека, потому что мне мек нужен будет. А нужен он мне для поднятия звезд вот этого вот героя. Так, давайте мы его сразу апнем. Вот у меня есть дублик. Так. Окей. И 1200 мехов записываем мы в расход. Так, вот я пока ручкой записываю. 1200 мех. Записали. Все, и вот тоже мы поднимаем сразу до 40 уровня. Сразу до 40 пока что. Он нам тоже нужен будет. Все.
Подняли. Теперь дальше что у нас? Дальше двигаемся. Нам нужны книги. Нам теперь нужны книги. Книги давайте мы возьмем вот здесь. С прошлого сезона мне 254 начислили токена вот этих. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, пока хватит и вот этих. Давайте возьмем. Так, все, пока хорош. И давайте еще в Guild Story еще книжечек возьмем. Еще десятку, наверное. 6, 7, 8, 9, 10. Все, хорошо. Теперь повышаем. Первый, кто нам нужен поднять, это вот этот. Раз, два. Вот этот. Раз, два, три. Так, пока хватит. Дальше. Ирис поднимем немножко. Тоже ее нужен нам навык. Раз, два. Этот ей не нужен. Так, кто нам еще нужен? Нужен нам пока что. Так, вот этого давай сразу экипируем двушечкой. Вот этого экипируем двушечкой. И вот этого экипируем двушечкой. Ну, какую-то эту поставили. Окей, так, у него что? Да, вот этот нам тоже нужен. Ну, вот пока так, да? Пока как-то так. Пока как-то так. И остальное все сюда вот бухнем. Все, пока так, книги есть. Так, шмот. Шмот. На кого еще поставим? Давай вот на этого поставим. Все. Ну, остальных пока не будем. Ну, вот все, в принципе. А еще у меня осталось уровень. Давайте мы уровень вот этому повысим по максимуму. Где-то вот так вот. Вот этому так вот поднимем. Так, хорош. Вот этому чуть-чуть. Угу, так, ириску не забываем. Мне тоже надо шмота сделать. Так вот этого качаем по плотной. Этот у нас будет монстр-убийца. Ну, давай вот так до 100 сразу проведем. Отлично. Так, отлично. До 100 вот этого. Так. 67. Ириску. Так, вот этого. Угу. Так, ну и вот этим давай до 50-го. Толкнем. До 50-го. Шмот закончился. Все, потратил я это. Так, давайте вот этих вот еще призовем, получим. Все, теперь можно включать ангела, чтобы он у нас на арену шел. Вот так. Вот так мы включаем. Так мы включаем. Вот так мы включаем. Все, окей. Угу, так. Сейчас по максимуму хочу качнуть сразу, чтобы попробовать вот на новом этом бокс As Island попробовать все-таки одну битву сыграть. Посмотреть, как там все это работает. Так, вот этих давайте мы сразу всех поменяем на дух. Так. Вот это все нам не нужно. Так, все, хорош. Так, здесь забираем награды. Угу. Так, забираем награды. Так, вот здесь я чуть попозже буду сражаться. Чуть-чуть еще прокачаюсь. Так, 40. Еще у нас получилось 40 тысяч духа, да? Так, ну давайте вот этого качнем. По максимуму. Так, ну вроде бы все. Вроде бы все. Давайте вот эти вот еще книжечек купим. Сразу, да? Ну все, пока. Так, кого мы не одели? Вот это надо нормально одеть. Угу. Так, вот это давай оденем. Угу. Так, давайте ириски качнем ее навык. Вот этот
дорогой на данном этапе. Ну, ничего страшного, он нам пригодится. Так, ну и вот это вот еще добавим. Ну, вот такой вот я составчик собрал, как говорится, с пылу, с жару, вот сходу. Ну и давайте попробуем все-таки бой сыграть. Попробуем вот здесь вот этот бой сыграть. Прямо он меня манит. А вот мне еще тут что-то дали. Давайте еще поднимем на всякий случай. Давайте риску чуть-чуть. Угу. Все. Ну, давайте попробуем. Все-таки посмотрим, что это за зверь за такой. Так, вот соперник. Ну, на вид, ну, серьезненький. 80-90, ну, сотня у него. Ну, все. Ну, давайте попробуем, короче. У меня скипано было, да, хотел бой показать. Ну, давайте тогда еще. Вот видите, 14 я 2 этих, и 14 у него очков забрал. Вон оно как работает. Так, вот этот уже, ну, тоже не такой сильный. Ну, давайте попробуем. Вот как раз бой посмотрим. Так, а составы он подтягивает, я так понял, с этого у меня. Да, с Royal Arena, все верно. С Royal Arena он у меня подтягивает составы. Так, ну, что мы этого, наверное, мы завалим первого. 1-0, то есть если один раз выигрываю, уже что-то дают, я так понимаю, да? То есть не как в Royal Arena, если там один раз выиграл, два проиграл, то очков не дадут. А здесь, по-моему, если один раз даже выиграл, то все равно что-то дадут. Ну все, вот 2 победы я выиграл. Если 3, ну, третью не смогу, потому что у меня там совсем слабенький состав. Так, сейчас давайте-ка почитаем. Сейчас все, вторую выиграл, отлично. Ну, это вот я проиграю, наверное, да? Нет, почему же? У меня вот тут вот этот стоит товарищ. Ох, как замечательно, я всех 3 выиграю. Все 3 битвы я выиграл. И сколько мне теперь дадут? 19, да? Угу. Ну, вот за 3 битвы чуть-чуть побольше дают. Ну, отлично. Ну, давайте еще один бой. Так, здесь кто у нас? О, вот это тут уже посильнее, да? Так. Не, вот этому я, наверное... Ну, давайте заодно и посмотрим, сможем ли мы с одной победой что-то получить. Хорошо, давайте ради эксперимента, хотя я ему проиграю, заранее вижу, но ради эксперимента попробовать, тем не менее, можно. Хотя я, наверное, у него и могу все 3 битвы проиграть, да? Да, вот на это я рассчитывал. Хорошо, ну вот этому я, наверное, проиграю. 150, да, сразу смотрите у него что. Да, здесь я, наверное, ни одной не выиграю. Ладно, если ни одной не выиграю, у меня заберут или нет? Вот в чем вопрос. Хорошо. Нет, 0-0, да, то есть у меня забирают только когда меня атакуют, да? Ага, ну ладно, давайте еще один и все. Да, вот этого я смогу победить. Да, походу забирают только когда меня атакуют. Ну, поэтому, наверное, высоко мне не надо было забираться так, потому что сейчас топы начнут меня жутко разувать, да? Так, эту я выиграл. А вот эту я тоже, наверное, выиграю. Так. Ну, в общем, ребят, пока что, наверное, по Чайнзи арене все. В следующем видео через несколько дней я покажу вам, какие мои успехи. Буду делиться, ну, вообще регулярно. Также напоминаю, что будет стрим в воскресенье в 18:00 по московскому времени. Сразу планируйте. Мы опять же таки по всем играм пройдемся. Тем более завтра еще выходит новая игра. По ней ждите тоже анонсов. Ну, в общем, вот по Чайнзи арене все. Давайте теперь посмотрим блок Браулер. По блок Браулеру я долго не буду затягивать, и так уже у нас времени много прошло видео. Вкратце расскажу, что считаем. Считаем призы, и также считаю я вот Momo Sweep, он будет у нас считаться в доходе. Вот я уже на данный момент 6 здесь заработал, всех своих загнал, и 2 мобокса заработал вот здесь. То есть это все будет у меня в доходе считаться. Также плюс, вот смотрите, лидерборд. Сейчас я по боям на 53 месте. Вот такие вот мне призы светят. И по подземке на 68. Вот они мои призы. Вложил я сюда 33 мобокса в таланты. И где-то 10 мобоксов вложил на шмот. Ну,
Еще, наверное, где-то мобоксов 5 планирую вложить я на шмот, и все. Вот сейчас я остановился на 27 уровне, на вот этом вот варваре. Ну, я думаю, дальше я его пройду. Где-то обычно я дохожу до 30 уровня, если везет со шмотом. Но хотя это уже не столь принципиально. Арену я вообще не играю, если честно. Она сама тут играется. Уже последние разы даже финалы не играл. Все, как бы времени нет. Не хочу на это время тратить. Оно само играется. И как бы, ну, по крайней мере, в плюсе всегда выхожу. Итак, ну вот, давайте скиллы еще покажу. Многие про скиллы. Вот на варвара я использую вот такой вот скилл. Вот, на арене у меня стоит вот такой скилл. В принципе, на других, там на розу я использую немножко другую связочку. Да, то есть я ставлю вот сюда, ну, покажу на розу. И на всех, короче, на варвара вот такой, а на всех остальных я делаю вот так вот. Ну, это еще будет в следующем видео, я вам покажу. Делаю вот так вот на всех остальных. Вот, на всех остальных вот такой связочкой прохожу, да. А на варвара давайте верну. На варвара у меня вот такая связочка стоит. Вот, давайте еще таланты вам покажу свои. Сколько у меня талантов. Талантов у меня, ну вот, собственно, на Precise. Precise почти всю я изучил. Вот этих только 5, а это всю полностью. Ну и вот здесь вот так вот. Вот, собственно, по блок-браулеру вроде бы все. Тут больше сказать нечего, поэтому, ну, давайте теперь токен мастер. На самом деле, токен мастеру для меня лично играть самое тяжело, потому что, ну, на данный момент я играю не за золото, а за звезды. Это надо постоянно по будильнику играть бои, ничего не пропустить и так далее, и так далее. Ну, давайте скажу, что да, Adventure буду я считать в доход. Вот на данный момент мне сколько там, 3,5 почти мобокса начислили. Вот, ну, плюс, соответственно, призы, минус там расход. На данный момент я уже потратил 10 мобоксов, докупал вот здесь вот попытки. Кстати, вот надо докупить. Сегодня еще не докупал, сейчас докуплю вот эту попыточку. Вот, по навыкам мне в этот раз повезло. Использую я здесь исключительно все свои момо. Арендных у меня пока нет. Я решил пока не брать, чуть разомнусь. Вспомнил, если честно, я в Токен Мастер где-то с апреля месяца не играл. Вот, вспомню сезон, может быть следующий, а потом уже попробую с арендой. Там, ну, в общем, как пойдет. С навыками мне повезло. Вот первые навыки мне хорошие выпали. Вот остальные не очень. Сейчас я попробую вот этому поменять 2 навыка, потому что они слабенькие. Из-за этого я в топ-50 не могу держаться по звездам. Ну, давайте с этого, наверное, и начнем. Вот этот навык нам не нужен. Давайте его попробуем поменять. Что дадут? Что дадут? Что дадут? Опа! Вот это то, что надо. Вот, супер, супер, иммун контрол. Вот это то, что мне надо, потому что меня просто контролят соперники. Ударная сила у меня очень хорошая, но за того, что они меня контролят, это прям беда бедой. Плюс critical strike, да, хорошо. Так, ну давай вот этот поменяем. Что дали, что дали, что дали. Так, 40% стана. Тоже неплохо. Ну, коли мне крит страйк дали, может быть мне тогда и вот этот поменять, да? Может быть мне и вот этот поменять. Нет, этот пока не буду менять. Так. Ну, пока, наверное, все, ребят. Сейчас я еще подумаю дальше, что мне поменять. Пока я улучшился сейчас, в принципе, неплохо. И давайте поиграем бой, потому что 31 минута, видите, 19:20 мне осталось. Так, поиграем бой. Здесь, значит, я как играю, показываю, да. Ну, вот этих вот пустышей я сразу бью. И постоянно я смотрю лидерборд. Как только я попадаю в топ-100 где-то, все, прекращаю бои, потому что, не дай бог, мне попадется сильный, на котором я потеряю звезды, это все беда. То есть надо будет тогда докупать. Вот смотрите, лидерборд, 352 место, ну, значит, могу еще смело 3-4 боя провести. Собственно говоря, это я сейчас и сделаю, да. Так, это пустыши, пустышей мы быстренько разбиваем. Так. О, более-менее какой-то серьезный попался. Ну, давай. Ну, нет, должны мы его взять. Ну, вот, видите, как они у меня первыми навыками просто сносят сразу. То есть, если их не законтролят, вот этого, видите, контролят. И вот он у меня из связочки выпадает. Этому бы иммун контрол тоже получить. И вообще будет у меня тогда супер-супер.
Так, смотрим лидерборд. 215. Ну, еще можно пару боев. Давайте пару боев еще сделаем быстренько. Так. Так, пустыш. Так, и еще один, наверное. Еще один. Все, смотрим лидерборд. 105. Ну, окей, пока не буду больше рисковать, потому что может сейчас и сильный мне и попасться. Так, еще обязательно здесь я всегда вот эти вот даю ответки, потому что мне нужно набирать 30 боев в день. Это иногда бывает проблематично, потому что соперники попадают сильные, не дай бог. Давайте звезды посчитаем, да, то есть вот смотрим, у нас осталось 23 часа, это 23 попыточки, плюс 14 у меня есть 37, если я условно их все выиграю, это будет 111 очков звезд, и сейчас у меня 419 есть, плюс 419, 530, то есть видите, на 10 очков я сейчас отстаю, мне нужно 540 быть в рамках 540. Поэтому, то есть мне еще 3 попытки надо как минимум докупить. Ну вот 2, наверное, сегодня и 2 завтра там с запасиком. То есть я вот мечусь на 540 звезд. Так, ну и давайте еще посмотрим, наверное, поменяем что-нибудь вот у этого. Так, Immune to Burn. Да, вот эту, наверное, давайте поменяем. Immune to Burn. Да, вот это вот ему поменяем, второй навык. Так, скопилось у меня тут. Да. Да, есть у меня эти, давайте ему и поменяем. Ну-ка, что дали, что дали? Момо баф. Ну, не очень. Еще бы его поменять. Так, еще надо вот этот менять. Нет, меня это не устраивает. Так, ну все, этих мне больше не видать. Ладно, буду ждать, буду менять. Ну, собственно говоря, вот, отстрелялся. Теперь у меня, видите, 6 часов в запасе. Мне надо ставить будильник, потому что, не дай бог, таймер кончится. Все, считай, попытка ушла. Ну, вот такие вот у меня дела по токен-мастеру, ребят. Давайте теперь на Moland Defense. Итак, Moland Defense. Сразу скажу, ребят, что по этой игре опыта у меня нет абсолютно никакого. Я вот первые 2 сезона со старта поиграл, потом бросил, не играл вообще. И вот сейчас только вот под эту акцию, так сказать, начал опять в нее играть. Итак, что мы тут имеем со старой закалки? В этом сезоне я потратил 10 мобоксов, в основном на вот это вот ускорение, что-то я тут пробовал, экспериментировал. 10 мобоксов я уже потратил. Ну и вот эти вот все герои, это в принципе у меня со старых времен, так сказать, остались. Сейчас что я думаю? Думаю, вот этого нужно мне обязательно качнуть на 2 звезды, чтобы хоть какие-то призовой пул посчитать. Попасть точнее, да? Что здесь я считаю? Ну, считаю весь приход, собственно говоря, весь приход и весь расход. Меки я буду сейчас тратить на улучшение героев, ну, приход, призы, там вот этот level store, там вот эти вот реликс каждый день хожу, там это все как бы буду я считать приход. Ну, реликс там копейки, конечно, больше считать, чем заработать, но тем не менее. Итак, что здесь мне сейчас нужно сделать? Вот смотрите, у меня здесь есть уже 5 ключей, мне нужно 15, тогда мне дадут 56 мобоксов. Чтобы получить 15 ключей, мне надо потратить, по-моему, 75 мобоксов. Давайте вот этим мы сейчас и займемся. Поскольку нам нужно вот этого апнуть на 2 звезду, тогда нам нужны вот эти вот свиточки. Давайте мы их купим. Вот этих заберем. Так, считаем 3 плюс 3 плюс 9 плюс 9, так, уже 9, 9, 18, плюс 6, и так, короче, 6 плюс 18, 24, и плюс 19, да, тратим, плюс 19, итого мы уже потратили 43, ну и давайте еще раз вот эту купим, 43 плюс еще 19, 62 мобокса. Ну и давайте еще раз 19, чтобы было уже нам сразу, да, вот. 81 мобокс потратили, записываем минус 81 мобокс Moland. И давайте сразу заберем наши 56. Все ли я правильно посчитал? Так, вот здесь вот мне дали с этих ключей, 16 дали, хорошо. Так, вот здесь что-то у меня тут насыпают.
Вот, ребят, поэтому пишите мне в комментариях, как тут, что, может, я что-то неправильно делаю, подсказывайте, пожалуйста, чтобы нам с вами, как говорится, больше заработать. Поэтому говорите, что еще здесь можно купить. Ну вот, купил я вот этих вот штук, и давайте вот мы вот этот заберем. И минус 56 сразу отнимем. Так, 81 потратили, минус 56 вернулось. 81 минус 56, вот, ну, 25 мобоксов в чистый расход запишем, плюс те 10, итого уже 35 мы здесь потратили. Ну и теперь давайте призовем вот это вот, то, что мы тут набрали. Что нам дадут? Так, вот первый 10. Так, одного этого, фрагменты, ну, как-то... Как-то. Так, пока ничего, да. Фрагменты вот этого дали. О, вот этого дали. Два золотых дали. Спирит, анонсов. Ну, более-менее, да. И вот здесь вот еще 3 дали. Хорошо. Давайте последние используем. 100. Так. Ну, давайте посмотрим, да, что мне в итоге вот эти мне нужны. Дали вот этого и одного вот этого, да. Ну, так скажем, как-то вот не совсем густо, но тем не менее, пойдет, да. Так, давайте посмотрим по фрагментам, что у меня что-то тут по фрагментам скопилось. Ну, вот на золотых еще мне копить и копить. Вот этот вот у меня скопился. Ну, еще одного дали. Ну, хорошо, пусть будет так. И тем не менее, мне не хватит, да. Мне надо 2 вот этих вот однозвездочных. Мне не хватает, ребята, мне не хватает еще. Ну, придется с рынка покупать, наверное, дешевле с рынка купить. Почем они там сейчас стоят, эти золотые, да. Наверное, буду с рынка я их покупать. Так, и свет, ну вот почти по 2 мобокса, да, там мне их штук 5 надо купить, еще 10. Ну ладно, это я уже сам займусь, чтобы видео не затягивать, да, буду, наверное, их с рынка покупать, тех, которые мне нужны, чтобы вот поднять вот этого вот товарища, подниму я его и расход, наверное, это запишу. Давайте посмотрим ранг, да, что там мне вот здесь вот насыпало, что-нибудь, вот здесь вот 9 мобоксов, да, сразу я поднялся. Ну, хорошо, здесь я мимо. Ну и здесь мимо. И арену давайте пару боев быстренько прогоним. А то у меня там уже кончился таймер. Угу. Так, ну этого должны мы выиграть. Не будем затягивать. Угу, есть. Этого, наверное, тоже выиграем. Ну, в общем, вот такая арена. Больше не буду, наверное, затягивать время. В общем, подведем итог по Моланду. Сейчас буду докупать я еще героев. И вот этого вот буду на 2-ю звезду апать. Это мне еще надо 1000 меков. Меки у меня вроде пока есть. Ну, в общем, это все сделаю. И в расходы, друзья, запишу в Google табличку. Google табличка в доступе. Вы всегда можете зайти и посмотреть, какая ситуация на данный момент по расходам. В общем, друзья, на этом пока все на сегодня. Ждите следующих видео. Не забудьте, будет стрим в воскресенье в 18:00 по московскому времени. Всех жду, опять же, по всем играм. Также завтра будет выход новой игры. Обязательно будет от меня анонс, поэтому ждите, встречайте. Ну и оцените мою работу в комментариях. Ставьте лайки, просмотры. Для меня это очень и очень важно. Ну, на этом всем пока и до встречи на игровых полях.